Представьте, воскресный вечер, аэропорт Ла Романа, Доминиканская республика. Солнце уже клонится к горизонту, а на взлетке почти тишина. Потом яркая вспышка, огненный шар поднимается выше деревьев, камеры очевидцев пишут все это прямо с периметра аэропорта, и видео уходит в сеть за несколько часов, его уже смотрят миллионы. И привет всем, кто здесь. Сегодня разбираем эту историю. Это одно из самых обсуждаемых авиационных событий, я не побоюсь сказать этого слова, последних недель в мире. И начнем с главного. 7 июня 2026 года потерпел крушение бизнес-джет Gulfstream G200, на борту которого находились два пилота. Пассажиров на этом борту не было. Самолет сам летел забрать известного бейсболиста Едира Молину, но до него самолет, как вы понимаете, не добрался. И сейчас для начала мы пройдем по всей цепочке событий от взлета до взрыва, заодно разберем, что вообще собой представляет борт самолета Gulfstream G200, машина со странной биографией и парой конструктивных особенностей, которые в этой истории сыграли, на мой взгляд, очень немаловажную роль. И прежде чем говорить о том, что случилось в небе над Карибами, давайте разберемся, что именно за самолет оказался в центре всех этих событий. Поскольку у Gulfstream биография такая, что если ее начать рассказывать с самого начала, то из этого можно сделать прямо-таки отдельный материал. Но началось все далекие 1990-е годы. Израиль, компания Israel Aerospace Industries приступает к проектированию среднего бизнес-джета. Задача конкретная. Надо создать просторный салон, обеспечить способность садиться самолету на короткие полосы, обеспечить нормальную работу в условиях жары Ближнего Востока. И изначально главным партнером по проекту выбирается советское конструкторское бюро имени Яковлева, которое отвечает за носовую часть фюзеляжа и хвостовое оперение. Но в 1995 году сотрудничество разрывают, поскольку производственные графики Яковлева срывались раз за разом, и в итоге заключается контракт с европейской аэрокосмической оборонной компанией Сагерма, которая успешно обеспечивает западные стандарты качества и помогает довести проект до серийного производства. И, кстати говоря, в 2015 году Сагерма объединилась с другой дочерней компанией Airbus, и в 2022 году она же была полностью поглощена и интегрирована в состав Airbus Atlantic, глобального подразделения Airbus, которое отвечает за производство основных конструкций аэроструктур всех абсолютно самолетов Airbus. 25 декабря 1997 года прототип IAI-1126 Galaxy поднимается в воздух впервые, а в декабре 1998 получает сертификацию от израильских авиационных властей и американской FAA. В 1999 году начинаются первые поставки, а в 2001 году американская компания Gulfstream Aerospace покупает Galaxy Aerospace, и самолет переименовали. IAI-1126 превращается в Gulfstream G200. Получается самолет, который спроектирован в Израиле, сертифицирован в Соединенных Штатах и продается по всему миру. Планер самолета сам израильский, двигатели канадские, Pratt & Whitney, их тут, кстати говоря, два, и каждый из них выдает почти 3 тонны тяги. Размах крыльев без малого 18 метров, а длина около 19. Потолок по высоте почти 14 километров, а дальность полета с 4 пассажирами на борту больше 6000. И для понимания, такая модель самолета с запасом долетит из Нью-Йорка прямо в Лондон. По данным, которые я сейчас просмотрел, с 1999 по 2011 год было выпущено всего около 250 самолетов, но потом производство свернули, и его место занял Gulfstream G280. А разбившийся борт был с номером N318JF 2004 года выпуска и с серийным номером 093. По документам, владельцем этого борта является частная авиакомпания Ibanita Aviation LCC из Сан-Хуа, Пуэрто-Рико. И теперь перейдем к самому дню этого происшествия и восстановим картину буквально по минутам. Итак, самолет вылетает из Пуэрто-Рико заранее, и в Ла-Романа он делает дозаправку. Следующей точкой его остановки является город Остин, штата Техас, Соединенные Штаты Америки. Там нужно забрать бывшего кетчера из команды Сент-Луис Кардиналс Ядира Молину, а также его семью и его друзей. Молина
десятикратный участник матча всех звезд главной лиги бейсбола, а также он является двукратным чемпионом мировой серии. Поскольку рейс этот был перегоночный, то, как мы знаем, пассажиров на борту не было. Около половины четвертого дня по местному времени борт N318JF взлетает с полосы 11 в аэропорту Ла-Романа Доминиканской Республики. В кабине, как я уже говорил, находятся двое американских пилотов гражданской авиации. Это Эрик Хавьер Диага и Руди Газаль. Самолет разворачивается вправо по схеме выхода, набирает высоту, трекинговые данные показывают курс на северо-запад, и приблизительно через 5 минут после взлета на высоте около 2560 метров что-то идет не так. По данным доминиканских авиационных властей, экипаж тут же объявляет аварийную ситуацию с предположительной причиной отказ одного из двигателей. Все происходит приблизительно в 16 морских милях, и это почти 30 километров к юго-западу от аэропорта. Смотрите, какая складывается ситуация. Они только что взлетели. Топливо залито на перелет в Техас. Самолет очень и очень тяжелый. И пилоты начинают запрашивать разрешение вернуться. Диспетчер дает им это добро. Дает добро на заход на полосу 1.1. Это та же полоса, с которой они взлетали. Флайтрекер фиксирует, как самолет начинает левый разворот и начинает снижение, а затем на целых 4 минуты судно полностью исчезает с радара. И когда сигнал появляется, борт уже кружит к северо-западу от аэропорта. Делает 2 полных круга над водой, и первая попытка захода на полосу 1.1 оказывается нестабильной, и пилоты принимают решение уходить на второй круг. Делают в небе еще несколько кругов. Экипаж, по всей видимости, пытается выработать час топлива и лучше подготовиться к посадке, и затем принимается решение заходить на эту же полосу, но с другой стороны курсом 2.9.0. И вот здесь нам стоит обратить внимание на кадры, которые снимали очевидцы прямо у периметра аэропорта. И на записях хорошо виден конус-ветроуказатель, колбаска, на шесте у полосы. И там мы можем отчетливо увидеть, что самолет садится по ветру. По данным метеослужб, попутный компонент ветра в этот конкретный момент на полосе составлял около 8,7 узла, примерно 16 км в час. А при попутном ветре, как мы знаем, самолет касается земли с более высокой скоростью относительно поверхности, на которую он садится, и тормозной путь значительно увеличивается. Аварийная посадка, она же сама по себе сложная, а тут еще добавляется и эта неприятность. В общем, машина пересекает торец полосы, уже левее осевой линии, попадает на боковую траву, основные шасси складываются, самолет начинает скользить по траве на очень высокой скорости, нос резко задирается вверх, потом также резко падает вниз, от конструкции начинают отделяться детали, сначала стойка носового шасси, затем левый двигатель, крыло уже не держит, самолет врезается в дренажную канаву на краю летного поля, после чего вспыхивает черный густой дым. На место в считанные минуты прибывают пожарные расчеты аэропорта, медики и сотрудники специализированного корпуса по безопасности аэропортов. Но оба пилота, к сожалению, не выживают. Главное авиационное ведомство Доминиканы выпускает официальное заявление, в котором подтверждает, что самолет принадлежит частной американской компании и что кроме 2 пилотов других пассажиров на борту не было. Авиационные власти Доминиканы активируют соответствующие протоколы и начинают проводить расследование на месте происшествия. Из мира спорта на это сразу же отреагировал сам Ядир Молина, что неудивительно. Я сейчас прочитаю вам, что он написал в своем инстаграм. Он пишет: «Мои соболезнования пилотам и их семьям. Этот самолет летел за мной, моей семьей и друзьями в Техас, чтобы доставить нас обратно в Пуэрто-Рико». И таким образом мы понимаем, что сам спортсмен и его близкие друзья не пострадали в этом происшествии. Расследование, как я вам уже говорил, ведут 2 ведомства: Доминиканский институт гражданской авиации и комиссия по расследованию авиационных происшествий Доминиканы. Изъяты уже записи переговоров с диспетчером, данные с радаров, документы по техническому обслуживанию самолета.
Бортовые самописцы, так называемые черные ящики, также переданы уже следователям. Но официальная причина этой аварийной ситуации, этого происшествия еще не установлена. То есть работа продолжается. Но нам с вами, я предлагаю разобраться, попробовать выстроить свою причинно-следственную цепочку, поскольку некоторые факты уже нам известны, и они позволяют нам кое-что понять и спрогнозировать, как все было. Итак, шаг первый – отказ двигателя на малой высоте. Примерно через 5 минут после взлета на высоте около 2560 метров экипаж фиксирует серьезную неисправность, и предположительно это отказ одного из двигателей. G200, надо сказать, он сертифицирован для полетов на одном двигателе. Так что само по себе это еще не является какой-то катастрофой. Но ситуация, конечно же, мгновенно становится очень напряженной. Шаг второй. Возврат тяжелого самолета. Уже гораздо серьезней. Пилоты приняли решение возвращаться, но топливо у них залито на перелет в Техас. Аэропорт Ла-Романа, он небольшой, и одна полоса 1129, она длиной всего около 2950 метров. И первая попытка захода на полосу 1.1 против ветра, как мы знаем, она не удалась. И шаг третий. Смена направления захода на полосу. Пилоты строят заход на полосу курсом 2.9.0, и теперь ветер дует им в спину. Возможно, это было вынужденным решением, мы не знаем, потому что при отказавшем двигателе на самом деле маневренность она ограничена. И поэтому выбор направления захода в тот момент уже мог быть продиктован тем, что реально доступно, а не тем, что пилоты предпочли бы. И шаг четвертый, очень важный тоже, конструктивная особенность G200 при посадке. Один из пилотов, летавший на этом типе самолетов, уже прокомментировал произошедшее на одном из профессиональных форумов, и он пишет так. Вот послушайте. Крыло на G200 относительно небольшое для массы самолета, и из-за этого расчетная скорость захода на посадку довольно высокая. И реверс тяги, торможение, то есть на этой машине включается только тогда, когда все три стойки шасси стоят на земле, и носовое колесо, и основные. И если нос еще в воздухе, то реверс не работает вообще. Хотя вот на большинстве других машин тягу можно убирать сразу после касания основными стойками. Получается такая картина. Тяжелый самолет, попутный ветер около 16 км в час, высокая посадочная скорость, реверс тяги, который не включается до полного касания, плюс двигатель, который работает с нарушениями. Самолет уходит за левый край полосы, шасси складывается на траве, начинается неуправляемое скольжение. Машина бьется о дренажную канаву, теряет двигатель, разрушается и вспыхивает. И каждое из этих звеньев по отдельности могло бы, надо сказать, и не привести к катастрофе. Но оно сложилось все в единую цепочку. Еще один такой момент, когда в сети появляется в виде частного горящего джета, нередко возникает ощущение, что частная авиация это что-то вообще стихийное и неконтролируемое. Но цифры говорят на самом деле об обратном. Потому что пилоты бизнес-джетов проходят ту же систему сертификации, что и командиры коммерческих авиалайнеров. То есть технические регламенты по обслуживанию воздушных судов, они одинаковые для всех категорий гражданской авиации. Но у этого сегмента есть своя специфика, так скажем. Перегоночные рейсы вот таких вот джетов без пассажиров часто выполняются в сжатые сроки. И аэропорты назначения нередко, а даже частенько они небольшие и с ограниченной инфраструктурой. И вот Ла-Романа это курортный регион, одна полоса и минимальный набор служб. И еще один момент, который нам будет интересен и который следователи наверняка проверят, это то, что N318GF был 2004 года выпуска. Конечно, для авиации это далеко не предел. G200 при нормальном обслуживании могут эксплуатироваться и дольше, но состояние конкретного борта, его техническое обслуживание за последние годы и история отказов, все это сейчас, конечно же, лежит, скорее всего, на столе у следователей. И вопрос, который я вам хочу, как всегда, задать напоследок. Вот как вы думаете, если бы вот реверс можно было бы включить, увидели бы мы успешную посадку этого рейса? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Эта тема сейчас открыта. Есть у нас с вами много места для дискуссии. На этом все. И если вы хотите следить за развитием этой истории и развитием других историй, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить все обновления. Всего вам доброго, самого хорошего. До встречи, до следующих выпусков и пока.